Так, UFC 318, главное событие вечера. Роман Копылов. Ром, привет. Здравствуйте. Ну, давай с банальностей, как все прошло. У тебя бой 2 раза перенесся уже. Да, все четко, готовы. Да, должны были подраться в мае, потом 28 июня и вот 19 июля, дай бог, поделимся наконец. Я думаю, что это ничего не помешает этому. Так что все нормально, мы все готовы, все четко. Ну, болельщики на самом деле сейчас до сих пор думают, что Коста все еще может слететь, у него еще есть пару дней для этого. Да нет, я так вроде видел, что, еще не видел лично, но так по видео, что он вроде здесь уже, а как, как можно уже здесь, уже некуда, как говорится, деваться. То есть бой состоится все-таки. Ну, церемонию взвешивания пройдем и уже, да. Ты говорил, когда мы с тобой разговаривали сразу после того, как бой слетел, ты сказал, что скучаешь по дому, и что это главный минус переноса. Ну да, главный минус, что детей не видишь, семью, это издержки нашей профессии, как говорится. Ну, чем-то нужно жертвовать ради чего-то высокого, так что пока что вдали от дома, все, что не делать, все к лучшему, я думаю. Лучше акклиматизировались, лучше подготовились, так что все, что нас, как говорится, не убивает, делает нас сильнее. Где, кстати, жара хуже, в Майами или здесь? Да, тут плюс-минус 2 часа лететь, я думаю, что плюс-минус погода одинаковая, так что нормально. Гостиницы, кондиционеры спасают. Ну, с одной стороны, ты пропустил International Fight Week, главное событие года в UFC. Да, с другой стороны, у тебя соглавное событие на не менее легендарном вот я и турнире. говорю, что все, что не делают, все к лучшему. Видите, попали в соглавное событие. Очень рад этому. России уже удавалось выступать там в главных боях, да, за пояс Fight Nights и UFC это впервые, так что большая ответственность. Будем стараться порадовать. Ну и еще твой бой будет где-то примерно в 11 часов по Бачатскому. То есть больше людей смогут посмотреть, Да. не придется просыпаться рано. Уже, да, я думаю, что Слушай, вообще, что такое вот Бачатский? Бачатский. Потому что я думаю, не только в Америке, я думаю, даже в России не все понимают, что это такое. Бачатский это ПГТ, это поселок городского типа, находится в Кемеровской области, в Кузбассе, в Сибири. Угольный поселок, где люди добывают уголь. Небольшое место, где, как говорится, у нас и не только вольная борьба развивается, там, многие виды спорта, у нас хороший, аккуратный поселок, да, чистый, как говорится. Ты сказал про вольную борьбу. Вот Ислам Махачев говорил, что если хочешь, чтобы твои дети хорошо владели борьбой, send them Dagestan to 3 years and forget, если отправить детей в Бачатский 2-3 года и забыть. Я думаю, что Дагестан лучше будет. Там уровень посерьезнее будет. Так что это кузница чемпионов. Все это знают, что Дагестан славится своими спортсменами именно в вольной борьбе. И также во многих видах спорта. Так что я думаю, что Дагестан будет повыше рейтинг у него. Ты готовился в Майами, но вот я приезжал в Майами, ходил в ATT, тебя там не видел. Насколько я понимаю, ты готовился не в American Top Team. У тебя не было желания в этот зал прийти? Да, мы подобрали спарринг-партнеров, то есть, да, тренера там, Артем помогал, Левин? Умар прилетел, другой Артем, Умар прилетел, тренер с Махачкалы, так что у нас все условия были, как говорится, нам не было необходимости, как говорится, у нас зал хороший был, и ребята были с кем тренироваться, так что... Работал над ударкой больше или над борьбой тоже? Да нет, над всеми аспектами. Мы же не знаем, как бой может сложиться, да. Так что мы готовы ко всему. Ты говорил, что UFC не особо хочет тебе давать замену, потому что ты хотел все-таки выступить на 3:17, что они хотят именно бой с Костой твой увидеть. Тебе не кажется, что они хотят таким образом и тебя продвинуть, и избавиться от Косты? Не знаю, там, как насчет избавиться, не избавиться, но то, что они поставили соглавное событие и хотят этот бой, это определенно соперник, оппонент с большим именем, претендент дрался за пояс, да, и находится на хороших позициях в UFC, в рейтинге, я имею в виду, топ-15. Наверное, UFC не было смысла делать бой с кем-то другим, они хотели дожать уже этот бой, как говорится. Но на подготовке этот перенос никак не сказался в итоге? Да нет, нормально, я думаю, наоборот,
еще больше акклиматизировались, закрепились. Ну, я просто к тому, может, сейчас глупость спрошу, но ты же наверняка выходил на пик, чтобы в конце июня показать свою лучшую форму. Сейчас уже середина июля. Ну да, но мы немножко сбавили, когда узнали о переносе. Немножко сбавили, чуть-чуть отдохнули. И потом опять включились. Так что все хорошо. Когда мы сюда выходили, перевозчик Сергей Нагорный сказал: сними худи, а то тебе жарко будет. Ты сказал: не, наоборот, вес гоняю, то так будет лучше. Как с весогонкой проходит? Все нормально, все по плану. Так что нормально, мне комфортно. Не сильно жарко? Не, нормально. Я-то сижу, мне здесь плюс 35 где-то сейчас. Да. И дикая влажность, поэтому... Да, нормально, я себя чувствую хорошо. Вес по плану идет. Ром, вот мы сейчас идем по улице, она называется Бурбон-стрит, это главная улица в Новом Орлеане, самая тусовочная улица. И я здесь был вчера вечером, и единственный вопрос, который у меня возник: как вы вообще можете спать? Потому что здесь гремит музыка, начиная примерно с 8 вечера. Здесь кричат люди. Вообще в номере слышно что-то? Нет, в номере, если честно, вообще ничего не слышно было. Мне тренер вчера тоже вечером говорит: пойдем прогуляемся. Я говорю: да я что-то пока с перелета там туда-сюда потренировались, что я говорю, воздержусь, отдохну. И он выходит и мне пишет через там 10 минут ровно. Говорит: как хорошо, что ты не пошел, ты не выдержал там даже 5 минут. Я говорю: видите, я же чувствую. И он тоже чуть прошел, он говорит: бардак конкретный вообще. Не, это ужасно. Еще здесь вот эти вот перила на там тараканы, вот такие вот. Поэтому да, в целом правильно. Я не потерял ничего, да? Вообще ничего не потерял. Да. Слушай, у тебя в UFC никнейма так и нет. Не думал об этом? Да, пока что, если честно, даже нет. Пока нет. Ну, тебе не хочется или просто все-таки что-то запоминающееся, опять же, там мерч можно выпустить? Чтобы люди тебя знали не просто как Роман Копылов, а... Как хороший человек, хороший боец, да? Да. Когда можем, да? Пока не, если честно. Ну, Так. кстати, мистер хороший парень. Да. Мы как-то Сергею что-то писали, он мне там придумывал какие-то... Я говорю, как-то вот это по-английски, как это хороший? Мистер Гудгай, да? Да. Вот, может быть, что-то такое позитивное, как говорится, Ну, да? Так, слушай, Когда-нибудь. глядя на тебя, никакого негатива и быть не может. Да, я и говорю, что вот везде, что я не особо люблю эти трэш-токи, все эти. Так что все возможно, может быть, что-то и придумаем в будущем. Скажи, ответь на главный вопрос для болельщиков UFC. Роман Копылов — это русский Чейз Хупер или Чейз Хупер — это американский Роман Копылов? Ну, видите, мы как дополняем друг друга, да? Он же больше борется, если не ошибаюсь, да? Да, так что вот я... Он последний бой... Ударник, а он борец, как это правильно, чтобы это сказать, да? Ты ударник, он борец. Что... Он же последний бой, когда, господи, с кем же он дрался? Старый дядька. Он вообще, он с его спины не слазил. Он там реально как коала вцепился и весь бой так и сидел на Так нем. что мы дополняем друг друга. Да. Слушай, хотя у тебя предпоследний твой бой, когда ты дрался мы можем с кем-то подраться на 2 на 2. Кстати. Я буду в стойке, а он будет бороться. Слушай, мне кажется, это вообще идеальный вариант. Да, я думаю. Так, а ты что же, ты вот когда в Ньюарке дрался, когда у Ислама было спарье, ты тогда, по-моему, собственно, за счет борьбы и забрал? Тогда почему-то получилось. Да, я вот, если честно, все равно так всю любительскую карьеру там по детям, когда выступали, давно, я даже, может быть, и 50 на 50 было, и боролся. Потом уже с рукопашным боем, как пришел рукопашный бой, там борьба была сильно не оценивалась, там до 5 секунд всего в захвате было, и из-за этого я больше в стойке. Хотя всегда получалось переводить, может быть, не такой сильный контроль, но с переводами проблем не было. Так что... Только сейчас... Тем более я содрался с ударником тоже в большинстве случаев. Ну, я смотрел предыдущие бои, он спокойно вставал, и я даже удивился после боя, почему он не мог встать в том бою. Ну, я и говорю, так что... Ко всему надо быть готовым, потому что неизвестно, как оно сложится. Я вот сейчас только осознал, у тебя же из последних 3 боев 2 были, где парье был в главном событии. Да, получается, да, со Исламом. Вот с Исламом год назад и... Да. И еще
А, кстати, и Коста там же, по-моему, дрался. Да. Вообще комбо получается. Да. Через... Все рядом крутимся. Ты идешь большим фаворитом в этом бою. Мгм. Справедливо? Ну, я думаю, да, так как крайние 2 победы за моей спиной, у оппонента поражение. Наверное, из этого складывается и предпочтение там фаворит, не фаворит. Мы будем оправдывать это, стараться доказывать это. Тем более, где-то я сейчас читал, наткнулся, то, что Павло говорит, что я пытаюсь нокаутировать Романа в первом раунде. Много так кто говорил. Мне это нравится, такие вызовы. Удачи. Как говорится, да, чем, как говорится, больше и страшнее, тем бывает легче иногда. Так что мы готовы, интересно будет. Он вообще, я вот проснулся сегодня, новости открыл, он Хамзата вызвал, оказывается. Ну, с Хамзатом у них что-то были какие-то истории, я не знаю, там. Ну, Хамзат сейчас не до него, у него впереди серьезные события. Я думаю, Хамзату очень долго еще будет не до него. Ну да. Так что надо. Как говорится, не говори гоп, пока не перепрыгнешь, так что Справедливо, но... совсем меня не оценивает. Но ты вообще обращаешь внимание на коссировки или... Просто многие бойцы, вот, например, с Рафой Физиевым я говорил, он сказал, что ему нравится, когда он андердог. То есть меньше Да давления. нет, я не думаю, эти коэффициенты, эти, как говорится, ставки, я вообще никому ставить не советую и сам не смотрю, не слежу. Знаете. Так что бой от боя, он непредсказуемый, складывается всегда по-разному. Ты сегодня можешь драться с сильным соперником, как говорится, то есть, наоборот, со слабым ты можешь драться, думаешь, я сейчас выйду, там все быстро закончится, а ты дерешься, и очень сложный бой получается. Выходишь в такой бой, который ты думаешь, сейчас очень сложно будет, надо будет там где-то потерпеть, где-то что-то... Оказывается, все намного проще, и я говорю, что это... Посмотрим 19-го. Вот ты наверняка визуализировал эту победу. Что очередной раз ждать, когда тебя будет кормить твоя левая нога? Или как думаешь, будет складываться все? Очень хотелось бы. Ну, мы готовимся все равно, как говорится, хорошо, если это все быстро закончится, да, в нашу пользу. Но мы, как говорится, соперника недооцениваем. Ну, так что мы настраиваемся на 15 минут, а там как сложится. Я говорю, что всякое может быть. В чем Коста лучше тебя? Да я не знаю, как сказать, лучше. 2 руки, 2 ноги также, да, у человека, так что не могу сказать даже, если честно. Он тоже больше в стойке проводит свои бои. Я тоже с рукопашного боя предпочитаю стойку. Вот. Тем самым будет и интересно, да, 2 ударника, стили делают бои, так что посмотрим. В чем ты лучше него? Лучше него. Я не моя натура, знаете, там болтать, что-то там себя преувеличивать. Просто выйдем 19-го, продемонстрируем. Хотелось бы тяжелый труд, который мы прошли к этой подготовке, да, и вот эти переносы. Так что я думаю, что мы будем в максимальных своих кондициях. Ну вот по поводу не твоя натура болтать. В четверг у тебя, насколько я понимаю, первая пресс-конференция будет? Ну да, нет, я уже был, вторая, наверное, уже. Вторая. Да. Но пресс-конференция это такое место, где нужно... Мы будем отвечать на вопросы, которые нам будут задавать. Ну нет, это на медиадне, именно пресс-конференция, которая будет на арене, Ага. в присутствии зрителей, там все-таки надо зажигать, провоцировать, уколоть соперника. Есть уже заготовки какие-то? Ну вот уже Павел начал, уже видите, он говорит, что он разберется в первом раунде. Есть чем ответить? Будем парировать, да, будем парировать. Будешь по-английски говорить или все-таки с помощью Сергея? Нет, с помощью Сергея, да, наверное, с английским еще чуть сложновато. Но учишь? Ну, в процессе потихонечку стараемся что-то запоминать. Через месяц будет большой бой в вашем дивизионе. Какие твои прогнозы? Да я думаю, что если Хамзат начнет в своей манере и навяжет свою борьбу, ударку, то если он получится у него финишировать в начале, я думаю, что... Ну, план, я думаю, такой, наверное. На дистанции не заберет, думаешь? Нет, почему? Может быть, просто чуть сложнее, но, как говорится, предпочтение я все-таки отдаю в пользу Хамзата. В случае победы тебе наверняка уже UFC будет подбирать соперника из топ-10.
Есть в первой десятке человек, с кем бы ты прям хотел подраться? И стилистически, может быть, он тебе не нравится как человек, или... Да нет, я же Или- говорю, или что в мне, целом мне есть все тебя? нравятся, мне все нравятся. Да, так что я к этому отношусь как-то так больше как к спорту, наверное, нежели там кого-то унижать, что-то задевать. Ну, пусть меня лучше люди запоминают зрелищными боями в клетке, нежели болтовней, да. Так что имен нету. Так что кого UFC предложит, как сложится, так оно и будет, да. Ты какой-то слишком хороший парень для UFC. Ну, да, и не то, что слишком хороший, но такой, какой есть. Я и в России выступал, как говорится, там, да. Все время у меня вот, говорю, что меньше слов, больше дела, так что пусть меня запомнят и знают лучше за красивые бои. Тебе уже 34 или еще 34? 33, они вот всегда ошибаются, пишут мне на год старше. Слушай, в Википедии написано, что тебе в марте исполнилось 34, в мае исполнилось 34. Ну, год что-то они прибавляют мне. То есть тебе 33? Да. Ну, сейчас в последнее время уже исправлять стали. Уж последний анонс был, вроде 33 писали. Если, может быть, не ошибаюсь. Хорошо, тебе уже 33 или тебе еще 33? Еще 33. А, Ну, то есть, да, будет 34. Сколько лет ты себе еще отводишь в UFC при идеальных раскладах? Да ему как, тут не загадываешь, как Бог даст, да. Может быть, через год уже доберемся до пояса, там, выиграем, защитим, и там уже, может быть, этот путь затянется чуть подольше. Так что... Пойдем в полутяжелый? Да, не, пока вот тут еще дел хватает. Твой идеальный путь в промоушене какой он? Вот победа над Костой, что дальше? Ну да, как можно, чтобы серия побед была длительной, да, чтобы меня это привело к президентскому бою, также к бою за пояс. Победы нужны, как говорится. Все любят победителя, да, и дают ему шансы там сразиться за пояс. Вот. Такова жизнь. Я нормально это принимаю и понимаю, что только победы приведут к вершине, иначе никак. Так что стремимся к этому. Я с очень многими бойцами разговаривал, задавал один вопрос. Ты понимаешь стиль Дрикуса Дюплесси? И почти все мне отвечали: нет, мы не понимаем его стиль. Ты понимаешь его стиль? Ё-моё, если быть честным, да, то я даже не смотрел ни одного боя его. Серьезно? Да. То есть, Ну все, я только так, нарезки, там, и все пишут, что там нестандартное, что он, да. Я, честное слово, не смотрел ни одного боя. Ну, то есть вообще непонятно, за счет чего он есть я забирает, вообще- но он забирает. Да. Просто гений Я вообще какой-то. не слежу, если честно, так сильно. Вот не просыпаюсь там ради боев посмотреть, да. Есть, когда мне говорят оппонента, и все, я уже изучаю его. Ну, его бои смотришь, да? Ну, да, ну, то есть оппонента, да, смотрим, изучаем. Ну, он сегодня так подрался, я уже говорил, да, вот, что сегодня он так подрался, завтра он подерется с тобой совсем по-другому, да. Ну, плюс-минус одно и то, ну, манера какая-то будет сохранена, ну, он может быть лучше готов, хуже готов, так что их смотреть надо уже. Непосредственно смотреть, когда ты выходишь в октагон и уже Слушай, а тебе строить план. не в кайф просто смотреть UFC или... Да, я только с наших ребят смотрю, если только просыпаюсь, ну, когда наши ребята дерутся, там, громкие бои, а так... Свои Так, пересматриваешь? Так, ну, очень редко там, если честно. Вот, сейчас последние, может быть, а так что-то тоже не смотрел, так вот, если честно. Не знаю, почему. Ну, Может быть, я просто во всей индустрии постоянно, и мне хватает этого, то, что происходит, там, тренировок всего, и там какие-то отрезки в интернете посмотришь, а вот так, чтобы там встать, если наши не дерутся, ребята, посмотреть. Вот тут пока были, вот Криса Кертиса посмотрел бой, потому что он не поздно, не рано, то есть, ну, само то, да, и поболел за него, как говорится, очень рад, что он победил. Так что, надеемся, в субботу выступишь так, что захочется пересматривать. дай бог, спасибо. Ночь на воскресенье 19. в Бачатском 11 примерно часов, в Москве примерно 8 утра. Роман Копылов, Пауло Коста, UFC 318. Болейте, будет отличный бой. Верим. Спасибо за время. Спасибо.